Минфин умеет считать деньги, делает это очень неплохо. Поскольку они самые богатые, они больше всего заплатят. Полицейское государство будет все более и более полицейское, и уходить от налогов все будет все более и более сложно. Ну, как жили, так и жили. Всем здравствуйте, меня зовут Сергей Машуков. Мы сегодня поговорим про новые налоговые изменения, прежде всего про прогрессивную шкалу, но также про дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. И сегодня мы попробуем совместить разные виды, правда, в основном экономической экспертизы, то есть вообще у нас план совмещать такую академическую экспертизу и экспертизу в общественной сфере. А в бизнесе, в итоге я с некоторыми представителями бизнеса буду говорить отдельно, а дискуссия у нас все-таки такая будет больше академическая. И давайте, может быть, попробуем чуть-чуть хронологически пойти и поговорить вообще про плоскую шкалу сперва немного. Да, то есть большинство налоговых систем в мире так или иначе прогрессивные. Да, в России плоская шкала была введена 2001 года, и только сейчас она будет изменена в сторону, точнее, уже было изменение в сторону большей прогрессивности, но наверное, полноценная прогрессивная шкала вводится только со следующего года. Давайте вообще, может быть, несколько слов про то, чем была плоская шкала, насколько это вообще хорошая была система. Татьяна, может быть, с вас начнем? Во-первых, история плоской шкалы в России, это не история о том, какая шкала хороша или плоха в смысле эффективности экономической или какой-то социальной справедливости. Это была история о том, как добиться вообще, в принципе, собираемости налогов. Потому что прогрессивная шкала трудна в администрировании. Именно потому, что у человека может быть несколько источников доходов, и как правило, это решается просто подачей декларации, человек декларирует доходы, но в то же время государство каким-то образом контролирует, пытается как-то следить за доходами граждан, и, например, доходы от стандартных, например, источников, от зарплат, от каких-то выплат по каким-то основным категориям доходов, они как-то учитываются. Да? То есть работодатель отчитывается, другие организации, выплачивающие, дивиденды или другие какие-то типы дохода, они тоже отчитываются в казначейство. И когда человек подает декларацию, эти данные проверяются, проводится какая-то кросс-проверка между источниками и самим человеком. То есть для этого нужна какая-то система администрирования, которая, в принципе, в России после распада Советского Союза не было. И тогда была некоторая сложная система, когда, если человек работает в нескольких местах, он должен своим работодателям рассказать о том, сколько он получает в другом месте, и каким-то образом тогда в бухгалтерии вычитали из него прогрессивный налог. То есть первый аргумент – это сложность в администрировании. Второй аргумент – и это аргумент, опять же, не только про Россию, это аргумент про все страны, что в системах с прогрессивным налогом обычно налоговые рамки, то есть с какого дохода начинается прогрессивный налог, с каких доходов он увеличивается в процентном отношении. Эти пороги, они заданы номинально. Да, то есть, потому что иначе нелогично, как ты напишешь закон. И без изменения этих порогов при условиях инфляции очень быстро становится так, что в реальном выражении доходы граждан уже не такие высокие, потому что инфляция их снижает в реальном выражении, но ты попадаешь при этом из-за инфляции в более высокие процентные эти рамки и платишь налог высокий, и это не кажется никому справедливым. Что, в общем-то, и происходило в 90-е годы в России. Формально налоги были прогрессивными, но потом довольно быстро основная масса зарабатывающих граждан попадала в эти высокие процентные ставки просто из-за высокой инфляции. И никому не нравилось их платить, естественно, потому что никто не считал это справедливым и нормальным, в принципе. Я не хочу сказать, что это только Россия, верно, потому что многие государства тоже такое ползучее повышение налогов через инфляцию используют, да, то есть это не только российское изобретение. И в какой-то момент
вот трудности администрирования, отсутствие системы учета привели, и вообще вот общее понимание, что несправедливо вычитать у обычного человека 30% дохода, привели к тому, что люди массово в России от налогов пытались скрываться. Ну, как скрываться? Зарплаты не учитывались, платились в конвертах, налоги с них не платились. Вот. И для того, чтобы вообще заставить людей платить налоги какие-то, нужно было налоговую систему привести в какой-то порядок, да, сделать ее, первое, простой, да, для администрирования, и второе, более-менее справедливой. И вот наша 13% ставка, она выросла из вот этих соображений. Ее просто ввели тогда для того, чтобы справиться вот с этим массовым уклонением от налогов. И вот эта вот вся история. Это решение не было продиктовано экономическими какими-то соображениями или даже соображениями социальной справедливости. Вот. Разве что для того, чтобы исправить вот предыдущие проблемы. Спасибо. Да, может быть, Григорий, Даниил, вы могли бы что-то добавить про плоскую шкалу? И вот я сразу тогда, может быть, следующий вопрос сброшу. Один из таких аргументов в качестве легитимации как бы новой прогрессивной шкалы – это именно аргумент про справедливость. И понятно, что как бы это не только аргумент, который использует российское государство, но и в целом как бы прогрессивный налог – это один из способов сделать систему налогообложения более справедливой. Вот насколько, на ваш взгляд, это действительно как бы шаг в эту сторону, ну и вот помимо того, что было уже вставлено. Может быть, Григорий, вы? Касательно введения плоской шкалы я здесь полностью согласен. Здесь речь шла в большей степени о том, чтобы собираемость поправить и, соответственно, повысить эффективность самой по себе системы налогообложения. Здесь речь шла в первую очередь об этом, и наряду с тем, что ввели плоскую НДФЛ, там же и уронили налог на прибыль достаточно существенно в рамках вот той самой первой волны реформ. И в целом, задача была, я думаю, скорее в рамках вот этих всех мероприятий это повысить то, что экономисты называют state capacity, да, то есть в целом возможность государства инфорсить свои собственные нормы и, соответственно, так или иначе решать задачи в рамках там проведения не только макроэкономической политики, куда входит в том числе и бюджетно-налоговая политика, но и в общем, да, повысить собираемость, за счет этого уже не допускать различного рода проблем, связанных там с бюджетным кризисом, который имел место, просто персистентно на протяжении всех 90-х годов. Вот, поэтому здесь скорее речь шла об этом. То, что касается вопроса справедливости, понимаете, на самом деле мы как-то привыкли говорить о прогрессивной шкале в контексте, какой-то очень, скажем так, идеальной, что ли, ступенчатости, в том плане, что вот у нас есть там, условно говоря, ставка 10%, потом идет 15, 20 и так далее. Но по сути, если у нас есть, например, ставка 13%, и при этом существует налогом необлагаемый доход, у нас де-факто тоже прогрессивная шкала будет. Вот. И вопрос в отношении всех этих прогрессивных ставок в первую очередь заключается в том, на кого накладывается основное налоговое бремя, какая эффективная ставка у каждой группы населения, и на что в конце концов идут те средства, которые были получены в результате вот этой самой политики изъятий, да, используется ли активная перераспределительная практика. Если этого нет, но при этом существует прогрессивная шкала, и, например, налог на труд очень существенный, а, например, после введения Минфином, да, вот этих вот прогрессивных ставок НДФЛ в отношении там, тех же самых социальных взносов, взносов в социальный фонд, никуда вот эта вот регрессивность не делась. Там же наоборот, чем меньше зарплаты, тем, соответственно, выше у тебя идет взнос в социальные фонды. Понятное дело, что сам налогоплательщик, имеется в виду физическое лицо, не ощущает это как платеж, да, налоговый, но тем не менее это явным образом влияет на фонд оплаты труда на предприятие и, соответственно, меняет эту самую эффективную ставку для каждой когорты, да, плательщиков налога. Именно если мы берем с вами труд как то, что облагается налогом. И поэтому, когда мы рассуждаем в целом про вот эту всю систему, мы должны иметь в виду, в общем-то, действительно, на какую из когорт населения у нас накладывается наибольшее налоговое бремя, да, и куда идут те средства, и для чего, в общем-то, собираются эти налоги, которые собираются. Если смотреть на
некую такую межстрановую динамику, можно, с одной стороны, не увидеть, да, какой-то существенной разницы по достижению в отношении определенной планки ВВП на душу населения и там тех или иных социальных историй или историй там, с части здравоохранения, там, ожидаемой продолжительной жизни, или там можно взять какие-нибудь индексы, связанные с преступностью, или просто какой-то совокупный индекс интегральный, который учитывает в том числе и различного рода социальные проблемы и так далее. Здесь действительно после достижения определенного уровня уже какой-то существенной корреляции нет. Но если мы посмотрим, скажем так, например, по там, неравенству, мы можем увидеть, что чем оно выше, тем, как правило, вот этих вот сложностей социальных, да, и сложностей в части здравоохранения, их больше в более неравных странах, да. Вот, поэтому, если, соответственно, решаются именно эти проблемы и за счет снижения неравенства, мы можем говорить о определенного рода социальной справедливости. И для стран, где значительная доля населения получает доходы низкие, конечно, намного важнее скорее говорить о введении налогом необлагаемого минимума и различного рода там, трансфертах, которые позволяют увеличить как раз именно этим когортам населения свое благосостояние. А как бы сам факт введения прогрессивной шкалы, это, наверное, ключевой мой тезис, он ничего нам о справедливости не сообщает сам по себе. Спасибо. Даниил, может быть, тогда перейдем к вам, есть ли у вас возражения коллегам или дополнения? Скорее такое некоторое добавление, что действительно вот переход к плоской шкале в начале нулевых годов это был в первую очередь трюк, направленный на рост повышаемости сбора налогов. И даже есть про это прекрасные исследования, когда некоторые страны, увидев, например, Россию, учитывая то, как собираемость налогов выросла, пытались тоже вести плоскую шкалу, ожидая то, что дело в плоской шкале. И у них ничего не получалось, потому что, как потом оказалось, что на самом деле история вот про рост собираемости была в первую очередь история про то, что, во-первых, система стала какая-то более адекватная в плане сбора налогов, а во-вторых, итоговая ставка, она в итоге снизилась, потому что все-таки в 90-е годы в России были, особенно для финальных когорт, очень высокие налоги, и произошло практически снижение, для, если не всех, то для большинства. И в данном случае говорить о том, что плоская шкала — это вот такой инструмент, который сам по себе работает как способ повышения собираемости, нельзя. Это такая история вот про тот контекст, в котором находилась Россия в конце 90-х. Тогда эта история сработала. Строго говоря, в текущей налоговой системе это не обязательно так. Только соглашусь здесь, абсолютно согласен. Это обстоятельства конкретного времени и места, скажем так, да. То есть, в принципе, вот мы сейчас говорили про state capacity, да, вообще можем ли мы дать какую-то оценку этому capacity с точки зрения того, насколько вообще российское государство может эти налоги собрать, и что действительно прогрессивная шкала как-то поможет увеличить деньги в федеральном бюджете, или, может быть, это произойдет как-то незначительным образом? Даниил, может быть, или Татьяна? Значит, все эксперты говорят про вот текущее повышение, что оно действительно затрагивает очень малую долю работников, и существенного повышения объема собираемых налогов именно от повышения НДФЛ на физических лиц не будет. И это скорее выглядит как мера в будущее. Вот именно о том, чем я говорила, когда инфляция начинает снижать реальные доходы, и все больше и больше работников попадают в более высокие рамки по этому налогу, то именно тогда начинает увеличиваться объем собранных налогов, и это не случится сейчас, но это при высокой инфляции может случиться через несколько лет. Это как бы не немедленный эффект будет именно от этой текущей меры. Даниил, может быть, вы могли бы прокомментировать еще в связи с тем, насколько это может оказаться связанным просто с укрывательством от налогов, да, то есть чем больше шкала, тем, по идее, больше попыток... С одной стороны, это так, что в теории это так, но учитывая, как у нас ФНС собирает данные, насколько от него вообще сложно скрыться, что там каждый чек, который вы получаете в магазине, вы потенциально можете
можете найти на сайте ФНС, ну, как-то есть ощущение, что более-менее как-то проконтролировать вот эту историю они смогут. Они собирают очень много данных, и, условно говоря, вот те доходы, которые вы получаете от своего работодателя, и которые в каком-то виде, в каком-то формате попадают в базу данных ФНС, они с этим точно могут работать. Есть другая история, конечно, про тень, но это все-таки история для очень определенных и отраслей экономики определенных регионов нашей страны, которые, все-таки не надо сильно переоценивать, тем более, что теневую экономику нас тоже как-то пытаются, серый сектор экономики стараются как-то прижать. Поэтому я, честно говоря, нет ощущения, что то есть большое ожидание, что люди массово побегут в тень, учитывая тем более, что сделать это простому работнику, который официально трудоустроен, все-таки дело будет, наверное, не самое простое. Тем более с современными технологиями, я сейчас страшную вещь скажу, в принципе, у нас уже есть все технологии при современном уровне распространения банковских продуктов, кредитных карточек и прочее. Есть технологии для того, чтобы отслеживать потребление на индивидуальном уровне. Не только доходы, а и расходы. Так что полицейское государство будет все более и более полицейское, и уходить от налогов все будет все более и более сложно. Я тоже не вижу здесь каких-то принципиальных трудностей в отношении как раз налоговых сборов. Полностью согласен с тем, что тень – это как раз-таки скорее когорта, которая не подпадает под это самое увеличение налоговых ставок. Это будет касаться совершенно других работников, совершенно других отраслей, совершенно других регионов. И там, скорее всего, будут платить. Более того, насколько я знаю, оценки Минфина были гораздо менее оптимистичными в отношении сборов по 15%, которые вводились несколько лет назад. Оказалось то, что факт превзошел ожидания, да, и в конечном итоге, скорее никто не укрывается от этих самых дополнительных взносов в бюджет, да, в рамках этой самой прогрессии, которая была введена. В отношении как раз-таки инфляционных различных штук, которые повысят собираемость в результате того, что реальным выражением, да, заработные платы не будут расти так же, а в номинальном они будут расти, да, и, соответственно, увеличится бюджетное поступление. Здесь история немножко, мне кажется, такая сложноватая. Не знаю насчет того, что будет дальше в отношении инфляции. Ситуация очень неопределенная, сложная. В отношении заработных плат тоже все-таки напряженность присутствует. Неизвестно, как долго она продержится и насколько серьезным образом будет этот самый дисбаланс, да, зарплаты, цены у нас проявляться в дальнейшем. Но мне кажется, что само по себе введение как раз прогрессивности это первый просто-напросто шаг к тому, чтобы ее полноценно закрепить и дальше уже с течением времени ее так или иначе реновировать. То есть это в большей степени в данный момент времени символический шаг в пользу того, что мы теперь принципиально начинаем жить в рамках именно что прогрессивной системы налогообложения. Это намного более важная история. Вносить какие-то точечные новации, менять пороги несколько проще, чем принципиально перейти от плоской к прогрессивной. Хотя бы во всяком случае публично проще. И мне кажется, что здесь, скорее всего, это ключевая была история. То, что касается самого по себе введения прогрессивной шкалы, мне кажется, что, при всем при том, это был вопрос времени. То есть вопрос был не в том, в общем-то, вводить, не вводить, а в том, когда вводить. Дело в том, что в целом, если мы возьмем тот же самый федеральный бюджет, у нас там налоговая, вернее, сырьевая рента, она в процентах, да, от общего объема, она снижается. Если мы возьмем по десятилетиям или по пятилеткам, это будет видно в среднем. И, конечно, такую ситуацию нужно каким-то образом балансировать, но один из таких источников, это, по сути, таких источников три, да, это прибыль, это доходы и это НДС. Именно по этим ступеням и идут. Сначала по НДС пошли, потом, соответственно, прибыль плюс доходы. И повышение произошло, а дальше уже будут менять уже сконструированный дизайн по ходу пьесы. А если можно, такой достаточно общий вопрос, но тем не менее, насколько вообще мы можем сказать, что это прогрессивная шкала по мировым меркам, или она не очень прогрессивная, да, используя такой дилетантский язык, или, если сравнивать, не знаю, с европейскими странами, более благополучными странами, насколько тот факт, например, что повышение
НДФЛ затронет только 3%. Это вообще как? Это много, мало? Мало, конечно. Вот на самом деле, как бы коллеги уже правильно говорили, что смотреть надо не на шкалы налогов или конкретного одного налога, тем более. Смотреть нужно на эффективную ставку, которая в результате применения всей налоговой системы и всей системы, может быть, вычетов и субсидий, на эффективную ставку, которая приходится на определенные когорты населения. Вот. И это не такой простой вопрос. Тут даже не просто математический счет, тут нужно целое экономическое исследование. И этим люди занимаются, исследуя вот именно всю налоговую систему целиком, какие она стимулы предоставляет каким-то разным когортам населения с разными доходами. И это вот как бы очень нетривиальный этот вопрос. И в целом, если вот думать про всю систему налоговую, то у нас, давайте примерно по основным налогам пройдемся. Налоги на прибыль или на НДПИ я не буду рассматривать, считаем, что они примерно равномерно по населению распределены. Если мы говорим про НДФЛ, а также социальные взносы, которые вычитаются из фонда зарплаты еще прежде, чем человек получает что-то на руки, и плюс у нас есть НДС, да, и у нас... есть небольшие налоги на землю и имущество, но они, в общем-то, довольно-таки малы по объемам, поэтому давайте их тоже проигнорируем. Так вот, основная история – это социальные взносы и НДС. Оба этих налога регрессивны. Почему? Потому что социальные взносы, они у нас просто регрессивны по построению, у тебя прекращают их взимать после того, как ты достиг какого-то уровня дохода, или там взимают по более низкой ставке. 15%, да. И второе, значит, НДС. НДС – это налог на потребление. То есть фактически все, что мы покупаем в магазинах, на это платится НДС, естественно, из кошелька покупателя. И вот более бедные люди, они тратят на потребление большую часть своего дохода, чем богатые люди. У богатых людей есть возможность сберегать. Сбережения, получается, на сбережения ты НДС не платишь, да, потому что ты не тратишь их в магазине. И, в принципе, да, вот если смотреть на налоговые системы развитых стран, то вот всегда получается так, что прогрессивный налог на доходы как бы компенсирует регрессивность других налогов, потому что социальные взносы устроены примерно так же во всех странах, они также регрессивны, то есть человек до определенного уровня дохода их платит, дальше перестает. А налоги с продаж или НДС точно так же, во всех странах, опять же, работают, он слегка регрессивен. И поэтому получается, что если мы смотрим на эффективные шкалы, она практически плоская. В большом диапазоне доходов, средних доходов в развитых странах, вот в США, например, такие были исследования. И, кстати, сверхбогатые люди платят более низкую ставку. Почему? Потому что их доходы не относятся к тем категориям, которые облагаются по этим ставкам. Они относятся к capital gains, да, и дивиденды, они часто облагаются по льготным ставкам именно для того, чтобы стимулировать инвестиции, да, сбережения, инвестиции, вот это все. И богатые люди этим пользуются, и поэтому часто имеют более низкую эффективную ставку в целом, да, на все свои собственные доходы. Так вот, значит, если посмотреть с этой точки зрения на российскую налоговую систему, то у нас есть огромные социальные взносы с фонда заработной платы, которые делают систему очень сильно регрессивной, и, видимо, это... необходимость иметь такие большие социальные взносы, поскольку нам нужно финансировать огромное количество пенсионеров, у нас вот солидарная система пенсий, и вот с точки зрения социальной справедливости, конечно, бы хотелось, чтобы более богатые люди чуть-чуть больше, может быть, финансировали вот эту вот пенсионную систему. Но вот этот налог, который сейчас введен, конечно, сейчас он задачу не решает, потому что слишком мало народу и слишком маленькие ставки. Вот. Но тем более это не компенсирует регрессивность НДС, то есть налога на потребление.
Я считал, у меня там получилось то, что в А? пределе только налоги на самых бедных, на самых богатых по эффективной ставке сходятся, но только в пределе. То есть это у самой когорты, которая самые большие налоги по новому плану платит, и это там с определенного дохода только начинается, там совсем То есть, далеко. то есть подтянули только самых-самых-самых Да, богатых к да. самым-самым-самым бедным. Да, 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 да. Понятно. Ну, там примерно в Ну, одно уровень. У нас да. U-образная такая система Мгм. возникает. То есть сначала у нас регрессивность доминирует, потом начинает потихонечку расти в рамках вот этой самой прогрессии и доходит примерно до того же уровня, сколько самый бедный. Но это, конечно, без учета вычетов. Их вообще считать очень тяжело в России, потому что, ну, как бы у нас очень хитрая в этом отношении система. Она такое ощущение, что вдохновлена поведенческими экономистами. Это такой надж Мгм. полноценный. То есть мы придумываем кучу всяких вычетов, по идее, там, самые бедные могут даже налог вообще никакой не платить, но, тем не менее, мы по умолчанию будем оставлять 13%, там, если сам сообразит, то тогда уже вычеты свои получит. Вот. Да, и потом надо будет собрать миллион бумажек, и они все будут не годиться. Да, И да, надо да, да. 25 раз сходить, да, и только тот, кто хочет добиться, добьется. Вот. Это, в принципе, по-моему, да, заложено прекрасно вот, вообще всю систему. Это вот такое ощущение, что специально делают. То есть Да, такая, ну, это как, знаете, классическая ценовая дискриминация в магазине. Если ты человек хочешь скидок, да, то есть ты должен изучать, где скидки, ты должен какие-то купончики вырезать, потратить на это какие-то усилия свои. Тогда ты получишь скидку. И вот тот человек, который не хочет тратить усилия, он скидку не получает. Так и здесь. Тот человек, который тратит усилия на выбивание, вот. И, ну и у нас на самом деле вычеты, стандартные вычеты. Стандартные вычеты, ну, опять в развитых экономиках смотрим, стандартные вычеты на иждивенцев, да, на детей. Вот только сейчас у нас начинается где-то в России более-менее ощутимые вычеты на детей. Ну, или там какие-то субсидии на детей. До этого вычеты на иждивенцев, они просто, ну, какие-то копеечные были. То есть в развитых странах существует миллион там разных программ, по которым вот бедные люди могут, ну, не платить именно налог, именно потому что до какого-то уровня доходов у тебя работают многие все эти вычеты, а потом они потихонечку значит, перестают работать, да, то есть фейз-аут. У нас вот все вот эти автоматические вычеты, которые массовые, были, ну, практически незаметными, да, то есть их, они в какой-то момент были приняты, ну, в объеме номинальном, и их потом никогда не индексировали, то есть вот, и поэтому они превратились практически в ноль из-за инфляции с годами. То есть это тоже такая вот проблема, что у нас нет помощи именно самым беднейшим слоям. но это в целом проблема системы социальной поддержки России, которая очень неэффективна в этом плане. Она совершенно не адресная, она размазана среди очень большого количества населения, и при этом в значительной степени достается тем, кому, в общем-то, эти льготы не особо-то и нужны. Вот. Понятно, что здесь, наверное, эффект Советского Союза, ну, потому что понятно, что преемственность здесь прямая есть, как бы, несмотря на все реформации. Тем не менее, адресности очень мало у нас. Это действительно. Бедные получают очень незначительный объем от общего объема перераспределения средств. Адресность в данном случае означала бы что? Какую-то систему распознавания наиболее бедных и помощи именно таргетированной им? Ну да, то да, речь идет именно о таргетированной помощи. По-моему, по оценкам, там, в районе 13% от общего объема мер социальной поддержки приходится на бедных. То есть это очень незначительная сумма. Там большая часть получателей могут вообще не нуждаться ни в льготах, ни, соответственно, в средствах, которые перераспределяются. Абсолютно не нуждаться. Мгм. Спасибо, да. Даниил, а может быть, вы бы хотели что-то прокомментировать? Ну, наверное, ничего вот по этой теме не добавлю. В целом, коллеги, мне кажется, все сказали, что тут можно было сказать. Да, давайте тогда, может быть, следующий вопрос вам. Вот я в целом, как бы, насколько успел, я не экономист, насколько успел я ознакомиться с темой, НДФЛ как бы иногда так метафорически называют хлебом регионов, и действительно там 85%, насколько я понимаю, НДФЛ идет в региональные бюджеты, 15% в местные бюджеты, но при этом вот все, что будет сверх 13%, оно пойдет в федеральный бюджет. Что это значит для регионального неравенства, для регионов? Вот как это будет все корректироваться? Даниил, может быть, вы могли бы начать? Ну, да, с точки зрения регионов, но реформа, ну, не сказать, что что-то радикально меняет, особенно по сравнению с теми идеями, которые циркулировали по поводу налоговой реформы, что, опять же, вот, сделать отсечку там 20 тысяч рублей, до которой налоги не платишь вообще, и это там для наиболее
бедных регионов, ну, был бы такой существенный удар, потому что там, несмотря на то, что эти налоги не сказать, что приносят какие-то невероятные суммы для бюджета, но все-таки потеря вот, значимой доли доходов, учитывая, что там люди зарабатывают не очень много и декларируют не очень много, это было бы существенно. Так получается, что просто всего там 3, даже там в случае там, наиболее бедных регионов, еще меньше процента населения, вот кроме своих взносов в региональный бюджет будут еще докидывать 2-3% своего дохода в федеральную казну, ну, наверное, не сказать, что это очень как-то сильно повлияет на региональный бюджет. А не так в целом, как бы там ситуация не настолько хорошая, чтобы как-то ожидать, что она уже еще радикальнее как-то ухудшится, потому что они все живут на таком подножном корме. Но ничего вот принципиально, наверное, не изменится, если, особенно в тех регионах, где, опять же, уйти в тень не является хотя бы сколько менее распространенной стратегией, ну, как жили, так и жили. Я бы хотел тоже вот Григорию и Татьяну тот же вопрос. Может быть, я как бы заострю его чуть-чуть. Вот самые доходные с точки зрения вот этого НДФЛ выше 13% регионы, это, понятно, будет Москва, Петербург, Московская область, и вот они будут платить больше всего. То есть можно было бы можно было бы предположить, что поскольку они самые богатые, они больше всего заплатят, то будет какое-то распределение в сторону более бедных регионов. Можно ли что-то такое ожидать? Они заплатят федеральный бюджет, а дальше все зависит от федерального бюджета. Ну, мы знаем, какие приоритеты у федерального бюджета. Все. И на самом деле, я говорила это уже в другом месте, но что касается регионального неравенства и сбора налогов с регионов, вот дополнительный сбор с НДФЛ – это копейки сейчас, а вот дополнительный сбор налога на прибыль – это существенно. И если смотреть на региональный разрез этого, то действительно прибыльные бизнесы, ну, у нас есть, конечно, отдельные бизнесы, прибыльные в разных регионах, но если массово смотреть, то налог на прибыль – это Москва, Петербург, и богатые регионы, там, где есть богатые потребители, да, где массовый потребитель. Ну, может быть, Краснодарский край еще. Вот, и такие вот богатые регионы юга. И поэтому мы дополнительный налог на прибыль мы тоже соберем в богатых регионах и отправим в центр. Вот. Что с ним центр будет делать, мы сами знаем все. Да. Оружие. Ну, я думаю, что мы можем даже, смотрите, можно даже здесь попытаться каким-то образом абстрагироваться от ситуации здесь сейчас и посмотреть на эту историю как-то в принципе, да. Вот. У меня, в принципе, складывается примерно такая картинка. У нас работает такой принцип централизованной редистрибьюции. То есть налоги, они собираются в центр, а потом при помощи различного рода федеральных программ или фиксированным бюджетным правилам, там, процентах, да, отчислений на соответствующие нужды перечисляется в регионы. Тут как бы как пример, там, акциз, например, на бензин, да, то есть он собирается в центр, потом распределяется по бюджетному кодексу в пользу там, регионов в определенных процентах. Кому-то там такой-то процент, кому-то такой-то процент отходит в дорожный фонд, а кому-то такой и так далее. Регионы при этом полностью лишены какой-либо там налоговой автономии, они фактически никаких решений по налоговым ставкам принимать не могут. Там есть очень ограниченное количество налогов, где существует компетенция регионов, но какой-то такой дифференциации, которая есть, например, в тех же Штатах, да, ну, не присутствует. Просто нет ничего подобного. Вот. И, на мой взгляд, все это дело, так же, как и в отношении ДФЛ и всех излишков, которые сейчас планируют собирать, и в отношении налога на прибыль, это все заточка на подчинение регионов, соответственно, федеральному центру, федеральному бюджету. И это одна из несущих, на мой взгляд, конструкций политической системы как таковой, когда фактически через вот эту вот редистрибьюцию контролируется в том числе и локальный результат как федеральных, так и региональных выборов и прочих представительств. Это, правда, очень важная такая система, которая работает достаточно давно в России. Мне кажется, она просто будет себя дальше воспроизводить, особо ничего не поменяется в этом плане. Как бы говорить о том, что еще в большую там, зависимость падут, да нет, это просто будет воспроизводиться и дальше. Денег и так дают тем, кто обеспечивает результат, а тот, кто не обеспечивает результат, тем денег особо не дают. Григорий, то есть если вот как бы абстрагироваться от того, условно, куда пойдут в итоге федеральный бюджет,
то главная проблема этой реформы, что она, в общем, усиливает как бы силу федерального центра, еще больше ослабляет регионы с точки Куда зрения. вот больше? Ну да, вот вопрос куда больше, и вопрос, если бы, опять же, если вынести за скобки там, военные действия и так далее, и представить, что это была бы реформа в мирное время, то она все равно не была бы хорошей при таком распределении власти между регионами и федеральным центром. Ну, нам, в принципе, надо менять бюджетные процессы и подход к налоговой системе для того, чтобы говорить о каких-то позитивных изменениях. Вот. Ну, Сейчас речь идет вот буквально о том, что у нас есть какая-нибудь целевая федеральная программа, какой-нибудь там национальный проект, по этим федеральным программам и национальным проектам распределяются бюджетные средства, они распределяются туда, куда, ну, в общем-то, решит центр. И, соответственно, есть определенные доходные статьи. Вот так это все и работает, и продолжает работать. Я какого-то принципиального изменения не вижу. Конечно, говорить о том, что как бы введение там, той же самой прогрессивной НДФЛ в корне как-то поменяет историю, связанную с неравенством, нет, ничего не поменяет. Более того, даже если бы, например, дизайн ставки сам по себе был другим, но при этом конфигурация вот с такими вот отношениями центр-региона осталась прежней, да, в общем-то, тоже ничего бы толком не изменилось. У нас без устранения вот этой самой региональной дифференциации какой-то положительный сдвиг в отношении как раз-таки именно положения дел, да, ну, он не представляется, мне кажется, возможным. То есть, ну, просто у регионов нет конкурентных преимуществ абсолютно. Они лишены какой-либо там, налоговой самостоятельности. Да? Они, по сути, живут по бюджетному кодексу, по расписанным средствам, которые перейдут по соответствующим программам. Ну и будучи зависимыми от центра, ну, мне кажется, тут важный момент, что они не столько от Москвы зависят, сколько именно от федерального центра, да, понятно, что это просто исторически совпадает, но дело-то в этом, в первую очередь, да, от именно федерального бюджета соответствующих программ. Вот, поэтому, ну, как бы, мне кажется, что, ну, сама по себе история с этой реформой, она в первую очередь о том, чтобы как раз застраховать бюджет в очередной раз от рисков снижения сырьевой ренты. Вот в чем вся идея. да. Говорит о каких-то там других целях, мне кажется, странно. У нас, ну, исторически, понимаете, так, что Минфин умеет считать деньги, делает это очень неплохо на самом деле, но экономика для Минфина не настолько важна, как состояние государственного бюджета, в первую очередь федерального, и как воспроизводство вот этого статуса кво в отношении, соответственно, федерального центра и подотчетных регионов. Отсутствие федерализма в России, фактического федерализма, это не баг, а фича. Да? Это как бы... Поэтому никакая налоговая реформа или какие-то изменения налоговой системы не призваны и не собирались быть, не знаю, фактором в том, чтобы изменить как-то эту ситуацию. Ну, то есть понятно, что ну, кому-то повезет, денег будут давать больше. Это правда. Я уверен, что будут давать больше каким-то конкретным регионам. Но, опять же, это все несущая конструкция политической системы, в которой мы существуем. Вот, зависимость именно что финансовая от, соответственно, федерального центра. Ну, как бы, я не знаю, я вот на юге России был в прошлом году, достаточно много регионов объездил, посмотрел, что да как. Я могу сказать, что ну, там есть действительно инфраструктурные вливания. Но, опять же, это все не про самостоятельность регионов, которые проводят соответствующую политику, да, и что внутри регионов тоже возбуждает региональную политику какие-то явные существенные споры. Это речь про реализацию проектов, у которых есть федеральный рулевой. А оплатой за то, что реализуются эти проекты, является политическая лояльность и, скажем так, выполнение политических задач в регионе. Да, вот у меня, как пока я думал про дискуссию, у меня было желание позвать политологов, но кажется, вот мы пришли, в общем, к каким-то политологическим выводам и без их участия. Даниил, если можно, вот вопрос к вам, продолжая то, что сейчас обсуждалось, вообще вот наличие дотационных регионов, например, это причина или следствие, скажем так, то есть, ну, тот факт, что они дотационные, это из-за того, что есть вот как бы федеральный центр, от которого они зависят, или потому что вот у них нет как бы субъектности, которая могла бы сделать их менее зависимыми от этого. Ну вот как раз у вас есть экспертиза по Северному Кавказу, если
Но там даже, скажем так, регионы, которые являются субъектами, все-таки от дотационности, очевидными субъектами федеральной политики, избавиться от дотационности и не смогли, и даже навряд ли хотят, потому что в целом эта система такая для них очень комфортная, что ты можешь особо ничего не делать, надеяться на то, что прилетит волшебник в голубом вертолете и даст гигантские деньги на реализацию госпрограммы, и, собственно, за счет этого будешь жить. Но тут еще важный момент, что бюджеты, что регионы дотационные, у них нет особо денег на поддержание собственного региона, не только потому, что им налогов мало достается, им, конечно, очень много налогов достается, очень мало налогов достается, но еще потому, что на них накидывают много обязательств, что, условно говоря, там все школы, например, у нас оплачивают регион. За счет чего они это делают? Загадка. Если мы посмотрим на вот эти бесконечные майские указы, которые там каждые 6 лет подписываются, кто их реализовывает? Регионы. За счет каких денег? Сами как-то сообразите. Вот ситуация, когда у вас очень много расходов, а доходов у вас, не очень много, что еще остается, кроме того, что надеяться на какие-то дотации? И в данном случае, условно говоря, даже если я там какой-то замечательный глава региона, который желает чего-то хорошего и как-то что-то развивать, у меня просто денег не будет на то, чтобы что-то развивать, потому что мне нужно оплатить то, что мне предписано согласно существующему законодательству. И вероятность того, что у вас что-то после этого останется, после всех социальных обязательств, после, опять же, образования и так далее, очень низко. Если у вас есть нефть или если у вас есть Москва, то, наверное, да. А если такого рода радости у вас нету, то, наверное, вам придется на что-то просить федералов, скорее всего, даже на реализацию каких-то своих базовых функций. Тут простой принцип. Если ты хочешь что-то сделать для региона, тебе нужно очень хорошо дружить с федеральным центром. Да. И что позволяет это сделать? Вы можете реализовывать на уровне региона определенные программы. Вы можете дороги строить. Ты подружился с каким-нибудь профильным министром, и тебе этот министр добавляет на ежегодную субсидию по реализации какой-нибудь госпрограммы. И все. Тогда если ты подружился с людьми, которые занимаются туризмом, тебе дадут деньги на развитие туризма. И если у тебя есть деньги на еще что-то, тебе дадут деньги на что-то. То есть это только так работает. Потому что тут же еще важный момент, что процедура распределения субсидий, она супер непрозрачная. Тут как повезет или как сможет договориться. В общем, некоторая форма патронажа, или клиентелизма. Да. Такой вопрос, поскольку у нас уже время подходит, нужно что-то спросить про бизнес, поэтому я, наверное, так абстрактно сформулирую. Вообще бизнес, большая часть бизнеса только, наверное, оправилась от санкций, и сейчас эта дополнительная фискальная нагрузка, запрет на дробление бизнеса, точнее не запрет, а новые запретительные ограничения в связи с дроблением бизнеса. Это все в итоге выразится на потребителях, что люди будут просто больше платить за товары, или можно ожидать, например, то, что много бизнесов просто закроется в связи с этой дополнительной нагрузкой, или, может быть, это коснется вообще далеко не всего бизнеса. Может быть, вы могли бы что-то про это сказать? Я, наверное, чуть-чуть со своего не очень большого, но интересного поля скажу, потому что на Северном Кавказе, которым я занимаюсь, там как раз ключевой вопрос последних 10 лет — это постепенная легализация, которая там происходит, но эта легализация, она не связана в целом с действиями государства, то есть, частично связано, что решили быть самозанятыми, и этот налоговый режим ввели. Это как-то людей подстегнуло. Но кроме этого, там были внутренние логика развития местного бизнеса, который выходил на свет и начинал платить налоги. Повысили от того, что поменяется от того, что повысили налоги, но опять же, эти стимулы находиться на свету, они все равно остались, но и тем более, что, опять же, самый популярный правовой режим для начинающих легальных предпринимателей, режим самозанятости, как раз никак не поменялся в ходе этой налоговой реформы.
Но, наверное, вот этот процесс, было начавшийся выхода из тени, он постепенно заглохнет. И, условно говоря, те фирмы, которые постепенно все начинали декларировать, там, все свое производство и официально его оформлять, наверное, вот этот процесс перетока у них чуть-чуть заморозится. Потому что, ну, как-то платить там лишние 5% своей прибыли, ну, как-то, ну, неприятно. Хотя, ну вот, сказать, что наоборот, те, кто вошли в свет, уйдут обратно в тень, ну, наверное, это не произойдет, ну, просто потому что там, бизнес, который уже начинает сильно быть завязанным на какие-то федеральные компании, ну, ему обратно входить в тень и придумывать схемы, как работать в тени, становится, ну, уже как-то немного сложно. Григорий, Татьяна, может быть, вы могли бы как-то продолжить вообще, какие категории бизнеса пострадают, может быть, в большей степени, а какие в меньшей? Я тут могу добавить только как теоретик, потому что нет практически каких-то работ, которые я делала про это. Вот, как теоретик. Каждый раз, когда повышаются не знаю, издержки ведения какой-либо деятельности, есть маргинальные бизнесы, которые прекращают эту деятельность. Насколько массовым будет это явление, зависит, конечно, от природы бизнеса, от отрасли, от региона, от всего-всего-всего-всего. Вот. И, но, конечно, какое-то сокращение вот этой вот деятельности будет. Вопрос какой, насколько. То есть эластичности, про размеры этих эластичностей я вам ничего не скажу, потому что не знаю, честно. Надо смотреть исследования, которые делали люди именно про бизнес. Вот, но да, и вот в сфере малого бизнеса, поскольку там ужесточаются пороги, вот, и в сфере большого бизнеса, который теперь будет платить более высокую маргинальную ставку на прибыль, ну, будут какие-то решения на этот счет. Кто-то не расширит, возможно, свою деятельность, кто-то закроется. Но вот, говорю, насколько массовым будет это явление, это надо вот смотреть уже конкретно на цифры, ну, на данные, опять же, делать исследования. Я не могу сказать ничего. Ну да, я здесь согласен с тем, что как бы очень тяжело сказать вот так вот чисто теоретически, потому что там слишком много на самом деле параметров. В конце концов, если у вас ожидаемые прибыли растут очень существенно, вы даже при увеличении налога на прибыль можете увеличить инвестиции просто потому, что у вас маржинальный доход будет превышать маржинальные издержки, включая налоговые издержки в рамках этого процесса. Даже если у вас, например, капитал дорогой, но тем не менее фонд оплаты труда растет быстрее этого самого дорогого капитала, то вы можете начать наращивать мощности производственные. Тут много прочих неравных, поэтому оценивать это вот в отрыве от реальных данных, от понимания того, что в действительности происходит в рамках конкретных отраслей, очень тяжело. Мне кажется, что это тот случай, когда каждый экономист скажет, что здесь однорукого экономиста быть не может, здесь только многорукий экономист, который будет оценивать ситуацию с одной стороны, с другой стороны, с третьей, с четвертой, с пятой. И вот вопрос баланса эффектов. Если он будет положительный, то получается, что выбытие просто-напросто будет перекрыто расширением. Да? Если отрицательный, то наоборот, выбытие перекроет расширение. Если нулевой, значит, оно примерно уравновесится. Эффекты есть как в пользу одного, так и в пользу другого. Спасибо большое. Я, может быть, даже, наверное, более какого-то пессимистичного разговора ожидал. Мне кажется, как-то сохранили какую-то умеренную стойкость. Спасибо еще раз за беседу и за участие, что, в общем, как-то помогали дискуссии.